И ты хочешь сказать, что вот этот вот TV-бокс, он нормальный Kikpi KP1. Ребят, вот напишите в комментариях, нормальный TV-бокс. Вот ты мне, чего ты сейчас хочешь доказать? Что за его, да, он стоит дешевле 50 баксов. Ну что нового привнесло? Что нового привнесло? Дай сюда, придурок. Я вам рассказываю, ребят, получил апдейт на Android TV 12, на официальный Android TV 12. Иди отсюда. Что? Короче, ребят, Android TV 12 официальный с автофреймрейтом, который позволяет нам, скажем так, работать не просто с уходом в черный экран, а если поддерживает ваш телевизор, так еще и нормально так себе, без переключения в черный экран, автофреймрейт работает. И ты хочешь сказать, что за его цену, кстати, цену вы можете узнать в описании под видео, я ссылку туда разместил. Ты хочешь сказать, что за его цену он не стоит, вообще это не хороший TV-бокс, да он просто-напросто топовый. Давай так, нет Dolby Vision, нету, ну в принципе Dolby Vision-то только нет пока что. 2/32 формула памяти. Что еще придумать? А ну пишите тоже в комментариях, кто что может придумать плохого в Kikpi. Dolby Vision, говоришь, нет? За такие деньги ты имеешь HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS в пробросе, 2/32. Да хватает 2 гигабайт для просмотра любого контента. К тому же здесь сертификация Netflix, DRM-L1. Ты можешь смотреть практически любой стриминговый сервис. И даже Matrix здесь летает, откровенно говоря, очень даже неплохо. Мы делали оригинальный обзор, ссылка в описании под видео. А сегодня мы рассмотрим апдейт. Так что поверь, за эти бабки действительно крутой бокс. Ребят, поехали. Не слушаем больше никого. Смотрите, на текущий момент вообще Kikpi стоит $45. И это не самая низкая цена. Знаете почему? Потому что, ну, например, будет распродажа и цена будет ниже. Советую вам зайти и посмотреть сейчас в описании под видео, сколько он стоит на текущий момент. Потому что, во-первых, для каждой страны разная цена, а во-вторых, их там существует огромное количество. Но я выкладываю всегда проверенного продавца, у которого конкретно сам покупал, и никаких проблем у меня не возникло. Пока что везде они заявляются про Android 11. И вот мы сейчас с вами видим процесс обновления. Новый апдейт с 11 на 12 Android у нас уже готов. Нажимаем скачать и ждем установки. 845 мегабайт. У нас здесь расширено, ну как они, видите, заявляют, улучшена производительность, улучшено некоторые аудио и видео меню, пофиксили баги некоторые, апдейты, опять же, апгрейды мощности и расширенная безопасность и некоторые Google патчи. То есть мы с вами будем иметь абсолютно актуальную версию Android TV, потому что Android TV 12 это последний Android TV, который выходил. То есть вот то, что там 13 и 14 Android, это разные ветки, как в принципе и у iPhone, у Apple архитектуры, да, там у Apple инфраструктуры тоже у них Apple OS, он там другой идет, и здесь тоже Android TV идет другой. О, загрузился. И смотрите, дело в том, что делать апдейтнутый полный обзор я не вижу смысла. Мы посмотрим всего лишь на разницу. Ну, я вам честно скажу, все сертификации сохранены. Если мы зайдем, допустим, с вами в Netflix, то вы сейчас увидите, что есть у нас вставочка, там написано 4K HDR с Dolby Atmos. Все прекрасно, Netflix его detected. Для тех, кто жалуется, что у них там не видит Dolby Atmos, пожалуйста, включайте в настройках автоматический выбор форматов звуков, чтобы не было проблем. Ну вот я выбрал любой фильм, тут, конечно, будет написано 4К. То есть Netflix проигрывает, вы увидели вставочку, что 4К HDR с Dolby Atmos работает. YouTube с HDR тоже абсолютно прекрасно работает, тут вопросов нет. Хочется поговорить именно об изменениях. Из изменений идем в настройки устройства, об устройстве. Это таких видимых и самых основных. Там есть, может быть, еще какие-то мелочи, но я, честно говоря, на них не обращал внимания. Апдейт безопасности у нас от 5 апреля 2024 года. Как мы видим, версия OS Android TV 12.
Экран и звук, масштабирование текста, понятное дело, то есть можно ставить текст больше-меньше. Использовать частоту кадрового контента, наконец-то у нас работает автофреймрейт, при этом в полном объеме. То есть у нас, видите, как есть, согласовывать частоту кадров. Устройство переключит формат вывода изображения в соответствии с исходной частотой кадров воспроизводимого видео. Не согласовывать частоту кадра, это значит, устройство переключит формат вывода изображения в соответствии с исходной частотой кадра в видео, если поступит... Ну, здесь понимаете как? Тут сам факт того, что они чуть неправильно перевели. То есть вот этот вот второй пункт, это без перехода в черный экран. В расширенных настройках у нас можно выбрать, смотрите, выбор формата. Мы можем сами форматы выбирать, но здесь у нас сейчас Dolby Vision нет поддержки и подключен он сейчас к SDR рекордеру. Но если мы зайдем, допустим, в HDR настройки, то мы, конечно же, вот вы сейчас видите опять же вставочку с телевизора, то есть мы можем включать HDR в авторежим, все идеально работает. HDMI цик здесь немножко расширенный, можно управлять уже громкостью телевизора через тот же самый HDMI цик. И в расширенных настройках звука у нас тут есть Dolby DRC режим, SPDIF Output можно выключить, есть AC4 расширение диалогов, и при выборе форматов можно вот это вот основная настройка, если вы смотрите стриминговый сервис, тогда будет работать все. А это у нас режим пост-тру появился. Больше в принципе в настройках там особо лазить нечего, настройки того же самого пульта ничего не изменилось. В настройках устройства, если мы там еще полазим, ну, я не знаю, что мы можем найти. Абсолютно все то же самое. Еще из основного апдейта, из основного момента, это у нас после апдейта в появившемся автофреймрейте есть поддержка всех частот. Имеется в виду не только дробных, но и целых. То есть сейчас вы видите опять же вставку с телевизора, там есть и HDR дисплей, у нас опять же работает AAC декодер, AC3, EIC, DTS декодер и DTS HD декодер. Но в принципе по звуку ничего не изменилось с прошлой версии Android. В основном обзоре я о звуке уже говорил. Могу еще попробовать провести тест скорости 5 ГГц для того, чтобы понять, что ничего не испортили. Это немаловажный аспект, потому что бывает такое, сделали апдейт, а Wi-Fi-то у нас все уже не работает. Wi-Fi работает отлично. Сейчас у нас 280, 290, 300, 310 это не максимальный результат, потому что, во-первых, сейчас в студии роутер стоит на достаточно большом отдалении от ТВ-бокса. Но это шикарный результат, который позволяет нам проигрывать все. Стриминговые сервисы работают, ютубчики работают, Matrix работает само собой. Апдейт получился топовый. Пишите в комментах, кто какие недостатки нашел, кто какие еще плюсы нашел. Пожалуйста, это немаловажный аспект. Мы всего найти не можем. Да это и потребительский обзор апдейта. Тот же самый SAI Robotics, KP1, SAI 700 BKP, центральный процессор. Все тот же Cortex A35 по 2 ГГц. За отображение отвечает Mali G31. Но у нас здесь полный 4К разрешение интерфейса, ребят. Полный 4К разрешение интерфейса. Немаловажный аспект. Дальше сеточка подключена, Android 13, Android 12, все отлично. Доступа к температуре само собой нет, по всем кодекам все то же самое. Ребят, я готов сразу же здесь резюмировать-то особо нечего. Кстати, слушайте, давайте звук попробуем в русском варианте, потому что в украинском я знаю, что работает Google TV, голосовой поиск. Игра престолов. Сейчас посмотрим, как оно работает. Ну, в русскоязычном варианте тут уж не работает. Если перевести в украинский язык, голосовой поиск будет глобальный. Но сам по себе голосовой пульт работает, все отлично. Ребят, я рекомендую. ТВ-бокс за свои деньги получился просто нереальный. Мы его советуем. Да не буду переводить, что он подключен. Мне просто лиса подсказывает, там, переверни. Он получился обалденным. А с вами был Бабл на канале Технозоны, Кик PKP1, который мы просто-напросто советуем. Он теперь войдет в топ еще выше. Вот на канале Технозоны. Пока, ребята.